Привет, народ. Вот, пришла мне посылочка от господ китайцев. Кстати, что-то Алиэкспресс перестал на телефоне через Facebook заходить. Не знаю, что случилось. Вот. Ну, потом разберемся. Сейчас речь не об этом. Сейчас мы ее вскроем. Я заказывал кое-что на Инсту. Сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, что пришло. Я заказывал две посылочки. Ну, вернее, два продукта. Сейчас мы быстренько посмотрим, что нам прислали. Так. О! Это пришла зарядка. Фирмы Тинова какая-то. Ну, захотел я такую закрытую. Не захотел я, как раньше была открытая. Сейчас посмотрим. Где она тут открывается? Заклеена, заклеена, да, заклеена. Заклеена так, что аж не видно ее. Ладно, не будем мучиться. У нас есть инструмент достойный. Вот и все. Так, раз. Раз. О, тут есть язычок. О, как. Инструкцион. Для интереса, если будет для X4. Ага, вот тут. Ну, я заказывал на две. Одна в камере, одна здесь. Ага, здесь и показывает и время зарядки. Так, вот кнопочка зарядка. Кнопочка чего-то нажимает и показывает время. Да, мы сейчас сразу проверим. Включение за это. О, ничего такого больше нету. Ага, вот на каком-то еще волшебном языке, на английском. Нажимаем, показывает. Нажмешь и показывает зарядку каждой батареи. Сколько осталось процентов. Угу. Сколько заряжено. Так, а что тут еще показывает? Тут еще что-то есть. Так, батарея 1, батарея 2. Слот для карты еще есть. Магнитная крышка у нее. Ну, USB-C. И кнопка контроля, да? Ну, все, больше ничего нету. Что здесь еще так? Температуру показывает. Нет батареи. Температура и заряжена. Все, больше ничего такого тут нет. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас расскажу дальше, потому что тут дальше история была. Вот. Так, вперед. О! Вот такая коробчонка. Ну, хорошо делают. Хорошо делают. На яблоко смотрят. И по принципу продукции яблоко делают. Так, есть. Это нам уже не надо будет. Я заказал, ребята, 3 вида продукции от господ китайцев. И на одной, когда смотрел, ну, они все должны были прийти одновременно, а на одной из них была все время что-то ошибка продавца. Продавец не подписал. Что такое, думаю, он там не подписал. Что он там забыл. Вот такая вот, она как в чехле в стеклянном таком. Думаю, ну что он там все не подпишет? Думаю, надо написать ему сообщение. Так, как она открывается? А, открывается просто, ну такая как стеклянная. Ага, подмагниченная. Вот здесь 2 магнитики, и здесь 2 магнитики, вот. Вот сюда карты памяти вставляются, да, ага, они вот, есть тут место. Вот открываю, а он мне там пишет, откройте спор, мы не можем послать батареи. Твою мать, блин, ну думаю, ладно. А, прикол, нету этой, как его. Ха-ха, кабель не дали. Ну, слава тебе, Господи, этих кабелей уже просто несметное количество. Вот, ну и это. Я поискал, где купить батареи. И ни черта нету. Нет возможности купить батареи. Поэтому поэтому купил вот у нас. Так, а ну сейчас я посмотрю. Включим на зарядку. У меня длинный кабель занят. Мы сейчас тут есть у меня тут какой-нибудь такой
Так, а этот какой? Этот microSD, да, стоит? Да, ну ладно, тогда возьмем сейчас. Такой не сильно длинный. Нету. Вот тут у меня есть такие куча кабликов. Вот, ну и пришлось тут купить на месте, потому что там продавались с этим только, скажите, я скажу, с зарядкой. Но не хотелось мне это, не надо мне была зарядка, я купил у нас 2. Вот. На X2 у меня было вообще их 7 штук. Но тогда я не знал, как пользоваться и что делать, поэтому купил, ну, потом уже разобрался, купил еще другие зарядки, и уже не надо мне 7. Я уже знаю, как можно с ними работать без этого. Поэтому сейчас мы откроем. И мне 2 штучки хватит, и одна будет в камере. Вот, и здесь-то уже язычок, да? Да, вот. Так что покупал батареи, покупал у нас. Вот. Одни кругом языки. Кругом языки, что пишут, куча инструкций. Во, как серьезно упакованный, обалдеть. Она, наверное, еще будет в каком-то чехле, да. Во, он будет коробочка, но если она не одноразовая, да. Так, открываем. Просто открывается. Ага. И тут карту памяти можно хранить. Ну, классно, раз. И потом в чехле хранится. Ну, потом отсюда достал и в чехол ее. Так, ребят, смотрим, как она тут. Как она вставляется. Как определить, куда она вставляется. Ага, вот с этой стороны. Вот. Раз, ну, серьезная такая. 290, да? У нее миллиампер, да. 290. Ага. 8,82 ватта, 3,85, ну 3,85 они все. Так, вставляем одну. Раз. Сейчас открываем вторую. Вот эта коробочка интересная. Подожди, стой. Тут же надо тоже вскрытие произвести. Интересно. Вот. Оп. Здесь опять оп. Здесь куча инструкций. Оп. Так, все, да? Открываем эту. Раз. Так, вставляем. Все, закрылось, они больше ничего, да? Так, ну что, погнали, попробуем. Так, вот она. Ага, вот. Ну, все, вот оно показывает как. Тут напругу показывает, да? 11,9 вольта, 18 ватт, 1,18 ватт. SC 18 ватт, CP 12 ватт. Не знаю, что такое. Наверное, общая будет 18 ватт. Ну, вот сейчас показывает, одно берет 6 ватт, другая 11 ватт, по 54 заряженные. Ну, все, вот оставляем, пусть заряжаются. Можно будет еще посмотреть в инструкции, перевести, что это. Я переведу, что обозначают вот эти, как его, ватты. Ну, ЦВ и это, сейчас глянем, если тут где-то есть это обозначение на инструкции. Да, вот оно пишет. Но оно тут пишет... это будет лимит максимум и этот... Максимум 12 ватт, да, сейчас 18 ватт, максимум 12. Вот наоборот написано. Угу. Батарея, наверху батарея 1, батарея 2. Все. Батарея статус заряжается.
А вот тут вверху батарея модель. Что-то такое. Ну ладно, в общем, все, ничего не этот. А вот эта кнопка, по-моему, можно выключить, да? А, нет, вот она показывает. Ага, здесь еще она показывает каждую батарею, сколько берет вольт и сколько берет ампер. Нижняя батарея, ну вторая батарея берет 4,8 вольта, 2,69 ампер, а верхняя 3, ну или первая 3,96 и 1,32. Ага, каждая батарея берет. А вот когда будет заряжена 100% покажет. А это сколько циклов зарядки? Сейчас 100%. Ага, вот, обалдеть. А это мгновенно сколько берет миллиампер. Ну, обалдеть. Температура 24 градуса и 24. Ну и вот зарядку. Обалдеть. Ну, в общем, такой вот мини-процессор с зарядкой. Так что разобрались. Все, ребятки, ну пусть заряжаются. Я сейчас буду дальше там разбираться. В любом случае, вам спасибо за ваше время. Мы же ребята хорошие. А хорошие ребята должны работать. Ну, коробочки я оставлю. В них буду возить батарейки. А хорошие ребята должны играться хорошими игрушками. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.